Гнатологический модуль представлен двумя основными функциями. Это позиционирование нижней челюсти и проектирование сплинтов. Рассмотрим функцию позиционирования. Для начала оценим состояние сустава и височно-нижнечелюстного. И при визуальной оценке ничего вроде бы такого предосудительного мы не видим. Головка размещена по центру суставной ямки, и вроде как бы все выглядит достаточно прилично. Но когда мы посмотрим результаты отчета, то мы видим, что уж по крайней мере в одной из них верхний отдел сужен, и в обоих из них задний отдел сужен, что однозначно свидетельствует о том, что есть основания предполагать в сочетании с анамнезом пациентки, что у этой пациентки есть проблемы. А это действительно так. И для того, чтобы эти проблемы устранить, мы используем достаточно простой, гениальный в своей простоте и очень эффективный способ позиционирования нижней челюсти. Он основан на том, что нижняя челюсть занимает позицию, в которой нормализуется ширина суставной щели, что приводит к тому, что снижается давление в биламинарной зоне, ишемия этой области, передавливание веточек лицевого нерва. И, как правило, это все снижает или там полностью устраняет симптоматику. Мы видим, что у пациентки стерты зубы, видите, клыки какие стерты. И, конечно, что вот причиной всей этой проблематики, да, видно резец стертый, всей этой проблематики является стирание зубов, которое вызывает смещение нижней челюсти. Она вроде как бы занимает среднюю позицию, но если мы знаем, что в норме головки нижней челюсти могут быть в трех позициях. Передней, средней и задней. Это норма сустава. Есть люди, у которых головки изначально находятся в задней позиции, есть, которые в средней, есть, которые в передней. Так вот, при смещении назад, если у человека была передняя позиция, она визуально будет занимать среднюю позицию. И при такой оценке вроде как бы мы смотрим, и никаких проблем нет. Итак, что мы наиболее часто используем, это вот кнопка автопозиционирования, которая позволяет установить нижнюю челюсть для проектирования сплинта или накладок, или для ортодонтического лечения. Разница между ними состоит в том, что первый случай не допускает пересечения зубов, иначе будет супраокклюзия. А второй способ допускает, поскольку предполагается ортодонтическое лечение, которое эту супраокклюзию уберет. Тут же есть опция повышения высоты прикуса, если доктор заранее знает, на какую высоту ему надо разобщить боковые зубы. А посмотрим, как это делается вот для первого случая. И через несколько секунд челюсть сдвинется вниз-вперед по суставному пути. За суставной путь берется анатомический наклон суставного бугорка. И мы видим вот у пациента абсолютная симметрия. Чаще всего здесь имеется место асимметрия суставного пути. И таким образом по этому направлению будет осуществляться сдвиг нижней челюсти вниз и вперед. Вот этот сдвиг осуществился. Обычно это происходит, программа гораздо быстрее обрабатывает эту опцию. Но вот не знаю, сейчас записывается живое видео, почему-то тут немножко это дольше, чем обычно происходило. В этом случае возникает, видите, разобщение между боковыми зубами. Мы видим здесь фасетки стирания. И мы видим, насколько вот этот контур отличается от исходного положения. И параметры, которые получаются, мы видим вот в этом отчете. Этот отчет показывает, видите,
задний отдел переведен на нижнюю границу нормы. Вот нормализация всех параметров произошла, и этот результат можно считать приемлемым. Мы обычно всегда контролируем результат автоматического совмещения. При необходимости вот на величину стирания зубов мы можем воспользоваться вот этим слайдером и вот так вот высоту прикуса поменять, исходя из того, что нам нужно, если мы, допустим, пытаемся восстановить стертые зубы. Есть и другие слайдеры. Этот слайдер смещает нижнюю челюсть в трансверзальном направлении. Возможно, этим стоит пользоваться при латеральных или мезиальных вывихах диска. Но этот слайдер мы призываем использовать с тщательностью и осторожностью, а лучше вообще не использовать без оснований к этому. Этот слайдер осуществляет чисто горизонтальное движение вперед нижней челюсти. Этот слайдер вертикальное движение всей челюсти. И этот слайдер, как вы уже видели, шарнирное открывание вот вокруг шарниров, которые шарнирная ось проходит, анатомическая ось проходит через медиальные полюса мыщелков. Итак, этими тремя верхними слайдами мы пользуемся с крайней осторожностью. Иногда мы допускаем небольшую дистракцию. Тут в этих окнах можно менять шаг движения, а это окна показывают общий результат движения. Можно осуществлять движение отдельно в каждом из суставов или в обоих одновременно. Наиболее частым инструментом является вот этот, который перемещает нижнюю челюсть по суставному пути. Вот видите, как он двигает нижнюю челюсть. Соответственно, если здесь будут различия в суставном пути, он будет в соответствии с индивидуальной траекторией правого и левого сустава это все двигать. Если мы зарегистрировали эти суставные пути с помощью аксиографии или с помощью вестибулярных регистратов прикуса, то сюда ставятся соответствующие, автоматически ставятся соответствующие значения, и программа осуществляет это движение в соответствии не с анатомией, а с функцией. Это кнопка сброса, которая устанавливает в исходное положение. Это отмена последнего действия. Это сохранение. И вот мы сохраняем в ту или иную позицию. Соответственно, можно сохранять центральное соотношение, лечебную позицию и протрузию скорректировать, если они имели место быть. Применение вызывает сохранение данного показателя. Отчет демонстрирует показ. И экспорт, он записывает, мы отмечаем, какую позицию надо экспортировать, записывает в дерево модели эту позицию в виде вот такого объекта, который можно экспортировать в любую из других известных программ. И использовать это для моделирования, например, там каких-то протезных конструкций, например, Exocad, 3Shape. Поскольку программа Avantis еще не находится на таком уровне, чтобы конкурировать с уровнем проектирования протезных конструкций, мы имеем преимущество в клиническом моделировании, но вот для обеспечения возможности связи с Exocad мы такую опцию разрешаем.